Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий до конца июля. Что придет в вашу жизнь? Давайте узнаем, какие внезапные события ожидают вас. Или, как мы говорим, что идет по судьбе в течение июля. Давайте будем с вами узнавать, и карты старинного цыганского пасьянса нам и расскажут, и покажут, какие перемены, возможно, идут на ваш порог, или те перемены, которые задумаете вы сами. О чем вы, возможно, и не догадываетесь, тем не менее, это случится, это произойдет. Как какая-то данность придет в вашу жизнь. Я не исключаю, ваша планета-управитель Плутон сейчас в ретро-движении и до середины осени. И нам где-то подсказывает, что будут те вопросы, которые, может быть, мы только осенью и сумеем решить. Июль месяц у нас еще и сопряжен с ретро-меркурием. И ретро-меркурий – это все то, что хорошо с приставкой переделать, переписать, передоговориться или с кем-то что-то обсудить. Самому, может быть, передумать тот или иной вопрос или тему. И вполне вероятно, вот правда, даже такой неспешный, казалось бы, за счет планетарных транзитов период нам дает возможность как и отдохнуть, но точно так же и дает возможность, если мы видим, что и нет. Вот от этого я не отказываюсь. Вот я хочу это, может быть, попробовать или как примерить на себя, то эта возможность определенно будет. Смотрите, весы. Весы – это баланс, весы – это дипломатия, но это где-то еще и выбор. Как будто нужно будет, может быть, с конкретными людьми договориться и себе не навредить, но и так, чтобы человек, может быть, как бы более лояльно согласился. А возможно, и волки сыты, и овцы целы. Но иногда вот эта дипломатия или сомнение где-то, да, получится, не получится. Или сумею что-то осуществить или нет. Давайте вот рассмотрим, поскольку это первое значение, оно именно в начале пасьянса выпадает. Значит, какие-то сомнения, есть у скорпионов. А тем не менее, смотрите, две карты любви, два изображения. И первое, конечно, это у нас будет лебедь. Лебедь – это искренние чувства, может быть и ваши, возможно, к вам. Но и сердце, либо вы добиваетесь чьего-либо сердца, либо кто-то добивается вас. Поэтому могут быть такие моменты, которые именно связаны, может быть, даже с теми отношениями, которые прежде как-то не развивались. Или вот это самое развитие шло в каком-то ином ключе. Все же начало у нас на искренности, по лебедю это еще и верность. Возможно, это какие-то гарантии, которые вы захотите получить от кого-либо, но вы захотите получить и еще и какое-то понимание, да? Кто-то может захотеть эти гарантии получить от вас. То есть, опять же, баланс, да? Насколько я готов углубиться или готова в каком-то вопросе, или что, какие бонусы я получу. То есть, баланс – это всегда какой-то взаимообмен. В принципе, вот нам даже не только планетарные транзиты. Смотрите, свеча – спокойное течение жизни. Обещают спокойный июль. Давайте разложим дальше. Что тут нам расскажут и покажут. Но это точно, куда-то торопиться нет смысла, потому как, нет тех карт, которые говорят об ускорении. Я, кстати, не могу сказать, что что-то вам как путь закрывает, тоже нет. Может быть, у кого-то из вас даже, тот план, который вы сами по себе продумали, или то, что вы, хотите именно запланированно осуществить, тут скорее будет все идти своим чередом. Честно говоря, если основываться именно на картах пасьянса, я не вижу тут каких-то эксцессов, скажем, или каких-то сюрпризов вот таких неприятных, да, или каких-то, может быть, даже новостей, которые нам не позволяют что-то осуществить. Вот давайте перейдем, у нас две колоды, как и Таро, так и Ленорман, и проясним. Так что же там до конца июля придет нового на ваш порог, в вашу жизнь? Может быть, в этом какой-то поворотный момент? Это будет первая карта. А вторая, что вас, а может быть и кто,
не только не оставит равнодушным, а какой-то, может быть, и вопрос, тему, что или кто, вы не сможете проигнорировать. Придется либо участвовать, либо отвечать, либо, ну, как-то заняться этим делом, вопросом, и в конечном итоге что же прояснится. Что или кто появится неожиданно и как возможность, а у кого-то конкретный человек, что изменит вашу жизнь и изменит ваши планы. Ну и достанем карту «Совет», к чему приготовиться. Итак, что ж там нового идет в жизни скорпионов? Ну вот весы, да, я об этом подробно рассказала. И карта тучи в колоде Ленорман. Как бы по диагонали делится эта карта на светлый промежуток и на вот эту тучу. И ведь это не есть что-то постоянное. А число 6. 6 мы с вами знаем, что это всегда победа по нумерологии. Это как вершина активности, вершина наших действий. Поэтому что же нового? А как будто меняется ваша жизнь. Меняется, может быть, как ваш жизненный уклад. Меняться могут и еще и обстоятельства, ведь это всегда обстоятельства. Мы тучу не вызывали, правда? Но тем не менее, может быть, она была длительный период до этого, и вы именно июль у вас момент перехода между прошлым и будущим. Хочется добавить дорога к свету. Дорога, по сути дела, к ясности. Солнце ведь это ясность. Что нового придет на ваш порог? Вот опять же, паж жезлов вторит и говорит, это может быть какая-то информация, которую, правда, нельзя пропустить. Вам придется с этим как-то правильно провзаимодействовать. И, кстати, у кого-то от этой информации может состояться буквально дорога. Иногда банально проигрывается аркан колесницы, когда мы занимаемся своим автомобилем или на кону какой-то переезд. Возможно, сама по себе просто поездка или куда-то далеко, или совершить много мелких поездок. Вообще это карта динамики, то есть скучать будет точно некогда. Возможно, это будет еще и много работы, все-таки это карта аркан к успеху. Для кого-то из вас может проиграться напрямую, потому что этот старший аркан обозначает знак зодиака Рак, ну или скажем, асцендент в этом знаке. Но ведь старший аркан говорит о том, что это вот какая-то ваша прежняя уже позиция, например, или какая-то ситуация, она уже пройдена, она уже близится к завершению. И здесь подсказывает аркан, не пользуйся прежними методами, тебе вот с этого этапа полный вперед. Что же это еще нового? А это и есть все новое. Перемены, мои дорогие скорпионы. Причем, может быть, это касается личной жизни. Королева чаш. Конечно, ваша карта. Ну, если мы рассматриваем архетип, а не по полу все-таки, да? Хотя я допускаю, мои дорогие девочки, тут это именно ваши вопросы. Вопросы, связанные с поездками, с переездами или вообще с тем, что вы можете менять работу, направление в виде деятельности. Все-таки колесница здесь об успехе. Здесь может быть вами получено какое-то сообщение, новость, предложение. Может быть, буквально это как какой-то документ или письмо. Может быть, и в средствах массовой информации что-то такое вы слышите, я допускаю, что для вас как поворотный момент. И это будет элемент новизны. Но если мы по полу карту не рассматриваем, королева, то это может быть вот такая подсказка, ведь это карта любящего человека, тот, который любит безгранично. Это карта альтруиста. Но вот есть подвох в этой карте, когда альтруизм как бы переходит в самопожертвование. Иногда ожидание переходит в затянувшееся ожидание. Для вас, мои дорогие мужчины, может быть, и есть какая-то задача, которая связана с женщиной, любимой женщиной, когда вы хотите что-то решить. Причем решить, ну, как-то по-своему, рядом аркан колесница. Хотя я не исключаю, это вы от какого-то человека услышите конкретную информацию. Может быть, это кто-то близкий, родной, иногда друзья, едва ли не ближе, чем родственники. И в зависимости от того, что вы услышите, действительно, здесь тоже может быть какой-то поворотный момент. Что это такое вообще? С чем это связано? Давайте достанем еще одну карту. Любая тройка – это карта будущего. И вот наша девушка с серфингом остановилась как будто на берегу.
И по этой карте есть такое значение, когда мы сами как притормаживаем, потому что в этот момент или в этот период нашей жизни нам нужно подвести некоторые итоги и баланс, связанный с прошлым, и понимать четко, что из прошлого мы берем с собой в будущее, а что оставляем позади. Вот какие-то такие темы. Причем так, жезлы, дела, работа и деньги. Откуда к вам приходят деньги? Может быть, действительно вопросы связаны, пусть даже если не работа, мои дорогие, пусть это будет личная жизнь. Но тогда это вопросы, может быть, оформления. Оформление по недвижимости, оформление ваших отношений или любые иные вопросы, но они все-таки будут связаны либо с документами, либо с какими-то согласованиями. Может быть, и придется объехать какие-то офисы, инстанции, конторы, пока вы что-то проясните. Вот ясность у вас определенно в течение июля наступает. Важное событие, чем запомнится вам июль. Ну и что не оставит вас равнодушным. Да, действительно, нам буквально почтальон с письмом показан. Но все же карта всадника, она такая очень приятная, особенно в этой колоде. И это может напрямую девятка червей касаться вопросы пары, вопросы любви, вопросы продолжения ваших отношений. Причем в разных вариантах. У кого-то вплоть до статуса, я такого тоже не исключаю. Но, понятно, не для всех. У кого-то это будут просто связаны дела даже, которые пусть с вашими родственниками, которых вы, к примеру, давно не видели, увидеться, да, встретиться. Или пусть это любовная история, или, может быть, отношения, которые на расстоянии. И есть необходимость встретиться и, ну, может быть, и прояснить некоторые темы, или просто встретиться и не расставаться. Давайте дополнительные карты. Так что же за важное событие, чем вам запомнится? А вот будьте готовы. Правда, арканы пасьянса нам этого не показали. Внезапности, стремительности, но зато вот нам показывают уже во второй позиции именно о скорости, о неожиданностях. Рыцарь жезла, будь готов к неожиданностям, Скорпион. И тебе, скорее всего, придется действовать. Причем действовать не так, как ты действовал прежде. И ты не можешь это проигнорировать. По рыцарю жезлов вы можете столкнуться с такими людьми, которые больше, знаете, на эмоциях живут. И, может быть, вот вы получаете какую-то новость, и поначалу это одни у вас вызывают эмоции, да, ну вот это сообщение. А в последующем, если так мы хладнокровно подумаем, то мы можем увидеть для себя нечто иное. Давайте еще узнаем. Ну нет, тут прямо все стремится к миру. И даже если вы были в ссоре, здесь можно договориться. Возможно, действительно у кого-то проиграется важная поездка на большое расстояние. Все-таки мир. Где-то и карта подсказывает, если мы говорим важное событие, и если вы даже вот с такими людьми сталкиваетесь, описать, вот да, рыцаря жезлов может тот факт, вот представьте, вы едете за рулем, где-то в потоке есть человек, который то и дело перестраивается из одного ряда в другой. И непонятно, что он себе задумал. То есть как-то рывкообразно едет, без конца как будто меняет свой маршрут. В итоге вы на светофоре все вместе встречаетесь. И непонятно, с одной стороны, а зачем такие импульсы нужны? Если, ну, уже понятно даже из-за светофоров, да, что ты вперед далеко не уедешь. Зачем нервозность создавать? Вот может быть в вашей жизни подобный человек, там, где не надо суетиться, он эту суету создает. Тогда, видимо, ваше хладнокровие, ваша чуйка, аркан мир поможет как-то уравновесить эти эмоции. И, возможно, это какой-то важный человек или это важная новость, которую тоже нельзя проигнорировать, а вам именно придется, ну, как минимум, какой-то разговор или, может быть, переписка, контакт установить с этим человеком или реагировать на это спокойно. Будьте к этому готовы. Так что же прояснится? Все то, что касается надежности, уверенности, вот якорь, да, вам выпадает. Вам как стабилизировать нужно какую-то ситуацию, это точно, потому что девятка пик, и это будут говорить о том нам, что вот девятка опять же, да, вот сейчас у вас период июля 35, если мы сведем к нумерологии 8, может казаться, вообще ничего не происходит. Вот как-то интересно по энергиям идут у вас карты. Видимо,
знаете, как периодика. Где-то могут не ускоряться, когда все навалится, и все нужно было сделать вчера, и вам придется, ну, где-то этот скоростной режим включать. А будут это такие дни, когда ничего не происходит. Июль месяц может быть еще и таким, когда захочется уединиться, мои дорогие. Да. Я должна сказать, в самом, ну вот, своем таком шикарном эквиваленте июль у нас проигрывается как первый месяц, когда Юпитер в знаке зодиака Лев. Кто-то скажет, ну и при чем тут я? Я тут не Лев. Тем не менее, вот этот транзит перед нами открывает ориентиры на 12 последующих лет. И в этих 12 годах будет очень важен год, буквально второе полугодие 2026 и первое полугодие 2027. Поэтому сверьте свои планы с расписанием звезд. А из этого годичного цикла, вот именно второе полугодие 2026, так вот у вас может даже где-то в июле такая неспешная, как пауза, да, состояться, но она будет означать, может быть, именно тот момент, когда после что-то резко начнет меняться. Будьте к этому готовы, мои дорогие. Или будет проясняться очень быстро, опять же, ретро-Плутон. Так что же прояснится в течение июля? А ведь и правда статус, вопросы дома, вопросы вашего благополучия, вопросы, на что вы согласитесь, или то, что вы будете как подводить к финалу, к нулю. Надеяться, конечно, всегда эта нам карта призывает нас надеяться на самих себя. Может быть, это еще и что прояснится действительно, мои дорогие мужчины, конкретная ситуация с вашей любимой женщиной. Мои дорогие девочки, это какая-то ситуация, дом, семья, даже ваша работа. Все-таки императрица – это очень самый ресурсный человек, который, ну, как бы олицетворяется в колоде Таро. Поэтому здесь могут быть и ваши и знания, и умения, и где-то ваши правила жизни, потому что стабильность в основе как раз лежит. Вот вам придется дважды как выстроить какую-то концепцию стабильности, надежности. Вы сейчас все то, что касается якоря, и то, что потом не будет меняться. Ни при каких обстоятельствах. Вот, видимо, июль месяц как фундамент закладывает Скорпион. Что или кто появится неожиданно? Белый медведь. Именно белый Чаромаркетти прорисовал, потому что белые вроде как самые сильные. Конечно, это может быть как свидетельство о вашей сильной позиции. Но часто по этой карте у нас проходят, к примеру, официальные какие-то лица, да? Высокопоставленные, представители власти, может быть, когда приходится обращаться к ним. Для кого-то из вас это может быть просто тот человек, который ресурсней вас. И вам тоже по каким-то причинам нужно будет с ним договариваться. Сильная позиция у вас, но и вас, как сама судьба с такими людьми, тоже сильными и ресурсными, может свести. Вообще это здорово, потому что по этой карте мы можем уже как продвинуть свои вопросы или найти, допустим, ту персону, которая нам нужна для того, чтобы мы решили этот вопрос, что или кто появится неожиданно. Перерождение, 13-й старший аркан. Вот, кстати, если мы говорим о Плутоне, вот как раз выпадает карта. Но в этой колоде, как новые планы, посмотрите, очень красивая карта. Как звезда, да, это наша, может, и мечта. Но я бы сказала, тут не совсем такая мечта абстрактная, а намерения и цели ваши, которые явно, неожиданно будут конкретизироваться. И не имеет значения, что было в прошлом. Вот мы смотрим, да, не оглядывайся назад, тебе отсюда полный вперед. Но вполне вероятно, как я говорила по тройке жезлов, мы можем на какой-то момент замереть или остановиться, потому что еще не все дела, вопросы вы уладили с прошлым. И тогда вы будете тем заниматься, чтобы не осталось максимально ничего того, что в последующем вас бы тянуло назад. Хотя я не исключаю, что для кого-то из вас вы можете именно в июле решить какой-то очень сложный вопрос. Точно. Сильная позиция. Вы можете завершить какую-то путаницу. По этой карте тут может
Знаете, как всегда старший аркан – это еще и обстоятельства, опять же, да? Вот сейчас обстоятельства вам помогают именно что-то пересмотреть, ретро-меркурий. И еще раз, может быть, что-то обговорить, обсудить. И бывают в нашей жизни такие ситуации, когда нам нужно что-то завершить, но для этого на какой-то период мы готовы вернуться. В конечном итоге праздник, мои дорогие, после победы. Если ради чего стараться. Что изменит вашу жизнь и ваши планы? А выбор будет какой-то. Выбор, который мы не сможем тоже проигнорировать. И это до конца июля. Может быть, буквально вот как будто эта дорожка, половина, да, мы прошли по одной лестнице, и вот мы оказались на этом перепутье. Вполне вероятно, до середины июля это одни энергии, а вторая половина, она как будто поставит перед вами этот выбор. С чем это связано? Давайте узнаем до конца июля. Стабильность. Вот, кстати, королева Пентаклей, ну, может быть, конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент, по этой карте тоже идут близкие. По этой карте идут любимые люди. Но по этой карте энергетика где-то как у императрицы. Может быть, вот все то, что нам показали по карте императрица и выстраивание этого фундамента, то здесь что изменит ваши планы? Вы выбор будете делать, который именно будет зависеть от того, что вы для себя сочтете более надежным. Может быть, это будет касаться людей, у кого-то это будет касаться окружения, профильтровать как окружение. У вас будет великолепно работать интуиция, кстати. И такие подсказки в виде, ну, может быть, и при диалоге, допустим, когда вы будете чувствовать, что задумал человек. Это тоже будет, ну, тем фактом, когда вы будете делать выводы. И, может быть, потом, последующем на выбор на ваш это и повлияет. Но главное, цель, результат. Вы этим останетесь довольны. Давайте мы еще достанем одну карту, что изменит вашу жизнь и ваши планы, праздник. Да, договариваться, видимо, придется. Выбор делать придется. Может быть, не совсем ожиданный для вас. Но я же должна тогда сказать, что, знаете, когда 13-й старший аркан выпадает, к примеру, ну, может у кого-то банально совпадать. Финансовая история, когда деньги заработала, а получить не могу. И не по тем причинам, как от вас зависящим, а что-то как сбоит, что-то не получается. По 13-му аркану, если он выпадает, вот, может быть, кто-то смотрит и думает, получу ли я то, что мне причитается, вот именно по праву, по закону, заработанное, тогда эта карта говорит, да, вы это получите. Здесь, правда, какой-то идет, но все равно завершение, то, чем мы прежде занимались. И с учетом четверки жезлов праздник после победы будет. Так ведь и здесь-то тоже есть выбор, и после этого радость. А может быть, это у кого-то планируемый праздник, я тоже не исключаю. Карта совет, к чему приготовиться. Здесь для вас открывается вот эта звезда, да? Одно как будто завершается, один цикл, а второй вы уже на пороге, мои дорогие. Но, может быть, есть два пути. Есть два варианта принятия решений, а выбрать нужно что-то одно. И нам говорят, выбирай то, что откликается в твоем сердце, и то, что может быть продолжено. При любых раскладах, то, что вот именно надежно. Потому что для кого-то из вас, будьте готовы, кстати, что, возможно, это в ближайшие месяцы. Вам придется совершить много поездок. Кто-то задумается о том, чтобы переехать куда-то очень далеко. По этой карте вы можете сменить вид деятельности, работу, на работу, к примеру, или как вторичный заработок. Может быть, обстоятельства так изменятся, что вы захотите именно работать на дому, быть, ну, как больше независимости или вторичный доход, все-таки звезда, эфир, пространство, интернет. И тут пространство может как километраж буквально, да, вот мы говорим о переездах, а у вас аркан колесница. Но может быть еще и какие-то новые системы, которые вы будете изучать, если это связано с интернет, и работать, например, из любой точки мира. Я бы сказала, ведь это мечты, которые сбываются. И раз вам такая карта выпадает, как совет,
Не отказывайтесь от своей мечты, мои дорогие, любимые скорпионы. Даже если где-то в июле будет период такой, когда я не знаю, как это осуществить, значит, все равно наступит тот пункт, когда вот нужно словно, да, вот эта лестница такая. И, может быть, когда мы в самом низу еще только вступаем на первые ступеньки, мы не видим, что потом эта лестница как будет в двух направлениях, и нам придется что-то выбирать. Но дорогу осилит идущий, и где-то такой совет вам дает карта. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, а я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.